Всем привет, друзья! С вами Телджу. Сегодня я вам расскажу про 10 самых продаваемых игр в истории. Но перед тем, как я начну рассказывать, поставь лайк и подпишись на канал. У меня на канале много чего интересного. Если ты уже подписался, то поехали! Diablo 3. Ажиотаж, который разочаровался перед релизом Diablo 3, задел, наверное, каждого геймера, а наблюдать за фанатами, считающих каждую минуту до выхода игры и идущих на все ради беты, было любопытно. Благодаря хайпу, а также последующему обновлению Reaper of Souls, которое залетало многие дыра от не совсем удачного выхода, эта игра похвасталась цифрой в 30 миллионов продаж. Сама Diablo 3 по-прежнему предлагает крошить на мелкие кусочки десятки и сотни монстров одновременно, выстраивать уникальные билды и заблудиться в подземельях. Diablo 3 – компьютерная игра в жанре Action RPG, разработана и выпущена американской компанией Blizzard Entertainment для платформ Microsoft Windows, Mac OS X, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One и Switch. Игра является частью серии игр Diablo и прямым продолжением Diablo 2. Diablo 3 прохождение занимает около 16-20 часов. Считается одним из лучших проектов Blizzard. Call of Duty Modern Warfare. Конечно же, 2019 года. Это не первая Call of Duty, которую вы могли бы увидеть в нашей подборке, но среди них самая молодая. Это перезапуск знаменитой подсерии Modern Warfare, для которого разработчики наконец сменили движок, поэтому игра не ощущается вторичной по сравнению с предыдущими выпусками. Прекрасная графика, насыщенный мультиплеер, неоднозначная сюжетная линия, и эти и другие особенности помогли проекту продаться тиражем в 30 миллионов копий. Call of Duty Modern Warfare – компьютерная игра в жанре шутер от первого лица, 16-я по франшизе Call of Duty. Выход игры состоялся 25 октября 2019 года. Игра является перезапуском под серии Modern Warfare и не является прямым продолжением Modern Warfare 3. The Elder Scrolls 5. Skyrim. И только сейчас мы добрались до легендарной RPG The Elder Scrolls 5 Skyrim, которую разработчик успел перепродать в десятках изданий и на 3 поколениях консолей. Трюк дал свой результат, но не такой сильный, как у гостей выше 30 миллионов копий. В эту игру невозможно не влюбиться, если вы питаете страсть к фэнтезийным RPG, базовый на контент, а гибкость к модам позволила пользователям наклепать еще больше всего, а также повысить уровень графики до реалистичного. The Elder Scrolls 5 Skyrim – мультиплатформенная и компьютерная ролевая игра с открытым миром, разработанная студией Bethesda Game Studios и выпущена компанией Bethesda Softworks. Это 5-я часть в серии The Elder Scrolls. Чуть раньше, чем Майнкрафт, на свет появилась Террария, схожий кубический симулятор выживания, но с видом сбоку. Однако сходство проявляют только внешне, ведь это игра, ориентированная на ролевые приключения в запутанных подземельях, где вас ждут сундуки с сокровищами, боссы и тонна случайного сгенерированного лута. Большое удовольствие все это проходить с друзьями в кооперативе. Террарии удалось залезть в кошельки 35 миллионов геймеров, а игра, несмотря на финальное обновление в 2020 году, до сих пор набирает десятки тысяч человек у экранов Windows, PlayStation 3 и Xbox 360. Pac-Man или Pac-Man, но не важно. Еще один аркадный год с 90-х годов разлетается как горячие пирожки, и от RDR 2 он остался совсем чуть-чуть 41 миллион. Желтый смайлик, съедающий все на своем пути. Но не только не призраков, по-прежнему пользуется популярностью не только в играх, но и в целом в медиаиндустрии. На ПК рекомендую присмотреться к Pac-Man 256. Игра предлагает непривычный изометрический вид с трехмерной графикой и не совсем стандартный игровой процесс с выживанием в бесконечном лабиринте. Pac-Man — японская франшиза видеоигр, созданная Топпи Иватани, отцом Pac-Man, но опубликованной, разработанной и принадлежащей Bandai Namco Entertainment. Записи были разработаны широким кругом других компаний, занимающихся видеоиграми, включая Midway Games, Atari и Mass Media Inc.
Red Dead Redemption 2 — это еще одна игра от создателей GTA, и это тоже экшен с открытым миром, правда? Тут вы погрузитесь в период Дикого Запада. 43 миллионов игроков пожелали проникнуться жизнью ковбоя и проследили за неоднозначной историей Артура Моргана, который решает отойти от преступных дел. Red Dead Redemption 2 полюбили за кучу мелких деталей, делающих все происходящее реалистичным. Так волосы на героя растут в режиме реального времени, а взаимоотношения со каноном тут даже лучше, чем в специальных симуляторах. Red Dead Redemption 2 — компьютерная игра в жанрах экшен, adventure и шутера от третьего лица с открытым миром, разработанная Rockstar Studios и выпущена Rockstar Games для консолей PlayStation 4 и Xbox One 26 октября 2018 года и для персональных компьютеров под управлением Windows 5 ноября 2019 года. PUBG Battlegrounds. Было ожидаемо, что игра, которая по-прежнему удерживает рекорд по количеству одновременных игроков в Steam 3,2 миллиона, окажется в нашей подборке. Выжить в королевской битве попробовало 75 миллионов геймеров. PUBG Battlegrounds стал эталоном для жанра Battle Royale в игровой индустрии. Сотня счастливчиков высаживается на необитаемый остров и начинает грызть друг другу глотки, будто находясь в поиске лучшего снаряжения и оружия, до тех пор, пока не останется единственный выживший. PlayerUnknown's Battlegrounds — многопольцевая онлайн-игра в жанре королевской битвы, разработанная и издаваемая студией PUBG Corporation, дочерней компании корейского издателя Playhole. Официальной дистрибуцией игры на территории России занимается mail.ru. Tetris 99. На третьем месте неожиданный гость, легендарная головоломка Тетрис, созданная советским программистом. За свою долгую историю, начатую в 1984 году, Тетрис купили 100 миллионов раз в его различных интерпретациях. ПК, к сожалению, посетило не так много версий. Например, рекомендую сыграть в Tetris Effect, в которой классические правила головоломки присаживаются восхитительными визуальными эффектами, превращают их разрушение каждого блока в парад с салютами. Кроме этого, проект порадует мультиплеером. GTA 5, а точнее Grand Theft Auto 5. Или V, неважно. Экшен, который есть у каждого взрослого британца, его годовалых детей, престарелых родителей и, наверное, питомцев. Ведь эта игра годами держалась в британском черте продаж Steam. Мультиплеерная часть по-прежнему мает своим безумием и свободные действия, что помогло до GTA 5 продаться в 160 миллионов копий и занять второе место по продажам в мире. Интересно, что игра доступна уже на 3 поколениях консолей, и уходить от этой традиции разработчиков вряд ли собираются. И на первое место у нас выходит барабанная дробь Майнкрафт. Эпическая песочница, выпущенная инди-разработчиком в 2011 году, на текущий момент удерживает лидерство по продажам. Суммарно игра разошлась тиражем в 238 миллионов копий, что составляет 3% от населения Земли. Да, сильно много, конечно, но неважно. Неудивительно, что направление инди в последние годы только набирает обороты. Сама игра просто на вид, но она невероятно затягивает. Готовьтесь руками ломать кубическое дерево, прятаться ночью от монстров, строить все, что фантазия позволит, изучать опасные пещеры, крафтить и заниматься другими делами. Что же, на сегодня, пожалуй, это все. Надеюсь, ты поставил лайк и подписался, а если нет, то тебе обязательно нужно это сделать. Также подпишись на мой ТикТок, ссылку я оставлю в описании. И еще ты бы мог подписаться на мой другой канал, там я снимаю смешные моменты с разных игр. Ссылку я также оставлю в описании. Пока что с вами был Тоджу, и всем спасибо за просмотр и пока-пока.